Это настоящий человеческий мозг. Ну, точнее, он был таковым, пока раскаленное облако пепла не превратило его в стекло. Это невероятное превращение произошло почти 2000 лет назад, когда вулкан Везувий решил, что настал подходящий день для извержения и разрушения городов, таких как Помпеи, Атлантис и Геркуланум. Этот конкретный мозг принадлежал молодому человеку, жившему в 79 году нашей эры в Геркулануме. Это не самый известный римский город, но он был первым обнаруженным под пеплом Везувия еще в 1709 году. Примерно через 200 лет археологи нашли останки этого молодого человека, лежащего лицом вниз на кровати. Вероятно, дым и пепел дезориентировали его. В то время как большинство жителей Геркуланума бросились к берегу в надежде на спасение, этот парень оказался запертым в здании и потерял сознание. Как ни странно, это спасло его мозг от полного исчезновения. Как вообще мозг может превратиться в стекло? Когда Везувий извергался, он выбрасывал не только лаву, но и невероятно горячее облако пепла, которое опередило застывшую лаву. Этот тип лавы, известный как пирокластический поток, мог нагреваться до 469 градусов Цельсия. Безумная температура, мы знаем. Достаточно горячая, чтобы расплавить мозг, но недостаточная для превращения его в стекло. Однако облако пепла могло достигать температур от 500 до 600 градусов Цельсия. Но для превращения в стекло нужна не только высокая температура, но и быстрое охлаждение. Проще говоря, нужно нагреть что-то до очень высокой температуры, пока оно не расплавится в жидкость. Если дать ей медленно остыть, молекулы этой жидкости начнут спокойно организовываться в кристаллы. Но если охлаждение происходит очень быстро, жидкость затвердеет в той форме, в которой она была. Это как с кубиками льда. Если налить воду в лоток и поставить в морозилку, она быстро превратится в лед. Но если оставить воду при комнатной температуре, она просто испарится. Это означает, что мозг расплавился из-за очень высокой температуры, но прежде чем он успел кристаллизоваться или испариться, он быстро остыл. Пирокластический поток не был достаточно горячим для этого, но облако пепла, которое достигло города раньше, было достаточно горячим, чтобы начать этот процесс, и ушло в нужный момент. Чтобы определить точную температуру, необходимую для превращения мозга в стекло, ученые использовали метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Это сложное название означает, что они нагревали осколки стекла, чтобы увидеть, когда они начинают менять форму. Они выяснили, что облако пепла должно было иметь температуру ровно 510 градусов Цельсия, чтобы клетки мозга начали плавиться. Помните, я сказал, что этот парень был внутри здания, в то время как большинство жителей находились снаружи? Те, кто был на улице, тоже подверглись резкому изменению температуры, но их мозги не превратились в стекло, потому что они не были защищены стенами здания. Череп, безусловно, помог нашему парню, но этого было недостаточно. У других людей, не имевших такой защиты, мозги просто испарились. И прежде чем вы спросите, нет, другие части его тела не превратились в стекло. Для процесса стеклования нужна жидкость. В мозге много воды и жира, что делает его идеальным кандидатом для стеклования. Да, я только что придумал это слово. Другие органы могли содержать жидкость, но они не были так защищены, как мозг, и были уничтожены жаром. А кости? В них недостаточно жидкости, поэтому они остались такими же, если, конечно, не обуглились. Когда мозг превратился в стекло, он стал похож на обсидиан, вулканическое стекло, образующееся из застывшей лавы. Даже судебный археолог, обнаруживший этот застекленный мозг, сначала подумал, что это просто камень. Он изучал кости нашего героя, когда заметил что-то блестящее внутри черепа, среди вулканического пепла. К его удивлению, это было гораздо более хрупким, чем обсидиан, и меньше по размеру, с фрагментами всего в несколько миллиметров. Только в лаборатории с помощью микроскопа он понял, что это не камень, а органическая ткань, клетки, из которых состоят наши органы. Эта ткань состояла из белков, молекул, производимых живыми организмами, такими как животные и растения. И это был не просто белок, а специфический для человеческого мозга, поскольку каждый орган состоит из разных типов белков. Исследователи также обнаружили в этом стекле сохраненные нервные клетки с отростками, которые помогают им принимать и отправлять сигналы. Микроскоп также показал остатки миелина, жирового вещества, которое ускоряет передачу сигналов по нервам. Это не первый случай, когда ученые находили сохраненные человеческие мозги.
С 17 века было обнаружено более 4000 мозгов. Это может показаться небольшим числом, но найти только мозг, сохраненный в скелете, в то время как другие органы исчезли – редкость. Обычно мозг разлагается первым, превращаясь в жидкость. Когда ученые находят мозг, он обычно высушен, заморожен или буквально превращен в мыло. Мозг может быть обезвожен, если человек погиб в очень жарком месте, например, в пустыне. Замороженные мозги находят в очень холодных местах, таких как полярные тундры. Мозг, превращенный в мыло, звучит странно, но процесс сапонификации не так уж редок. Для изготовления мыла нужно много жира и масел, а мозг ими богат. Это сложный процесс, но если мозг превратился в мыло, значит, он был захоронен во влажной среде с низким содержанием кислорода. Например, в 1982 году в пруду во Флориде рабочие нашли десятки человеческих скелетов возрастом 8000 лет, и у 91 из них мозги были частично сохранены в виде желейного мыла. В 2000-х годах в Испании нашли мозги 45 человек, сохраненные благодаря сапонификации. Эти находки помогли ученым понять химический состав мозгов и даже погодные условия в момент смерти этих людей. Ученые также обнаружили 2 мозга возрастом 3700 лет в Турции, принадлежавших мужчине среднего возраста и подростку, пытавшимся спастись от нападения на их город. Их мозги превратились в уголь из-за сильного пожара. Хотя их черепа сохранили мозги в таком состоянии, процесс нагрева и охлаждения, вероятно, не был достаточно интенсивным для стеклования. Но это первый случай в истории, когда ученые нашли мозг, который естественным образом превратился в стекло. Это как найти единорога, но груб, в научном смысле. Что означает эта находка? Во-первых, она дает нам представление о жизни людей, живших так давно. Во-вторых, она показала ученым удивительный способ сохранения человеческого мозга. Также она демонстрирует, насколько мощной может быть природа. Достаточно мощной, чтобы превратить мозг в стекло, но достаточно деликатной, чтобы сохранить его на тысячи лет. Так что давайте отдадим должное молодому человеку, который, сам того не зная, внес вклад в науку. Он, вероятно, и не подозревал, что его мозг однажды станет звездой революционного открытия. Его трагический конец дал нам захватывающий взгляд в прошлое. На сегодня все. Если ваше любопытство удовлетворено, поставьте лайк и поделитесь этим с друзьями.